Всем привет! Сейчас 3:30 утра. Ушел из дома для того, чтобы отправиться на дикий запад. Едем. Без 27 я в терминале Б, аэропорт Шереметьево. Ну вот он позади остается автобус, который довез меня от аэропорта Храброво до центра Калининграда. Идем дальше. Я в Калининграде заселился в квартиру, которую я арендовал на Авито. Сразу скажу, что эта квартира стоит 1200 рублей в сутки. Давайте пройдемся, посмотрим, что за эти деньги предлагает арендодатель. Такая ванная комната, в принципе, все есть. Прихожая, однокомнатная квартира, гладильные принадлежности, стиральная машина, холодильник, мебельный гарнитур кухонный, стол. Такой вот вид из окна. Такая вот единственная комната, диван, телевизор, стенка. Я заселился в квартиру, нахожусь сейчас в Калининграде, в Центральном парке культуры и отдыха. Направляюсь, пожалуй, к самому раскрученному месту в городе Калининград. Это район Амалиенау. И проходя, вот уже первая здесь достопримечательность у нас. Это пергола, посвященная королеве Луизе. По пути нам встречается кукольный театр. Театр кукол. Прекрасное старинное здание. Это здание используется как кукольный театр, а построено это было здание в конце 19-го, начале 20 века архитектором Хайтманом. Память о королеве Луизе. Именно после строительства этого здания Хайтман получил звание придворного архитектора. Хорошо, что взял зонтик. Дождливая погода в отпуске – это наш конек. Вот дошли до магазина Евроспар. Сейчас зайдем, посмотрим ассортимент и какие цены в этом европейском магазине. Под дождем дошел до района Амалиенау. Колоритный район на западе Калининграда, где можно проникнуться атмосферой довоенного города. В ходе бомбардировок Второй мировой войны, а затем и работы советских застройщиков, в Калининграде осталось не так много настоящих исторических зданий. И все же здесь есть целые сохранившиеся довоенные районы. Амалиенау считается главным из них и имеет особую ценность. Домики. Некоторые приведены в порядок, некоторые приводятся в порядок. Ну, а некоторых все еще впереди. Пройдя через сквер российско-белорусской дружбы, перед нами открываются целых 3 виллы. Это вилла Шмидт, вилла Яфа и вилла Рут. Пойдемте посмотрим, как они выглядят. И, пожалуй, самая известная из вилл – вилла Шмидт. Вилла Яфа, полностью утопающая в зелени, вилла Рут. Даже с фамильным гербом на фасаде. И сразу оговорюсь, что в этой поездке
я не буду грузить историческими справками и википедийной информацией. Цель этого видео – рассказать о том, как можно ультрабюджетно путешествовать по Калининградской области, показать основные достопримечательности, красивые виды и транспортную логистику этого российского региона, а также цены, ну и, возможно, какую-то инфраструктуру. Ну а пока я прогуливаюсь по улице Кутузова, центральной артерии района Амалиенау в Калининграде, хотелось бы рассказать, как я сюда добирался. В связи с тем, что в нашем городе нет гражданского аэропорта, все наши путешествия и поездки начинаются минимум на 3 часа раньше, чем у счастливых обладателей гражданских аэропортов в своих городах. Из дома я сегодня вышел в 3:30 утра, но на стойке регистрации я находился в 6 часов 40 минут утра. Регистрация на рейс и досмотр прошли супер быстро, и вот в 7 часов утра я уже находился в зале ожидания. Летел первый раз авиакомпанией Smart Avia. Эта авиакомпания предложила самую лояльную стоимость билетов, а именно 4979 рублей туда и обратно. Плюс 797 рублей я заплатил за страховку. Заявленное время перелета составляет 2 часа 20 минут. Но нам повезло, и мы добрались за 2 часа. Выйдя из аэропорта, поворачиваем направо, проходим 20-30 метров, и нас встречает автобусная остановка. На автобусной остановке ожидает вас автобус под номером 244Э. Этот автобус в течение 40 минут довозит нас до центра Калининграда. Стоимость поездки составляет 100 рублей. Эти автобусы ходят каждые 40 минут. Если вы путешествуете так же, как и я, без чемоданов налегке, то вы 100% занимаете сидячие места в этом автобусе. А далее, как повезет. Некоторые люди остались ждать следующего автобуса, так как все пассажиры самолета с чемоданами в этот автобус, к сожалению, не влезли. Изменчивая калининградская погода. Каких-то полчаса назад было все затянуто, лил дождь, я шел под зонтиком. Ну а сейчас абсолютно голубое небо, ни облачко, никаких признаков осадков, дождя. Прекрасная погода, красота. Продолжаем движение. Зашел на территорию Дома художника. Прекрасное тоже здание, отреставрированное. Ну что, зайдем внутрь Дома художника, посмотрим аутентичные здания Амалиенау. Экспозиция платная. 50 рублей взрослый билет, 20 рублей детский. Можно зайти посмотреть, кому интересно. У входа в Центральный парк культуры есть вот такой вот марципановый домик. Можно зайти отведать марципан. От выхода из квартиры до полного обхода района Амалиенау по кругу, внутри него прошли 6 километров. Времени потребовалось 2 часа. Можно вычеркивать. Завтра второй день. По плану посещения Светлогорска и поселка Янтарный. Сейчас иду на Северный вокзал, на рекогносцировку иду. Завтра не стоять очередь. Сегодня купил 2 билета туда и обратно. Туда до Светлогорска 1 80 рублей, обратно Светлогорск 2 85. 165 рублей заплатил. И что хорошо, билеты не привязаны ко времени. Есть билет в любое время, по расписанию пришел и поехал. В принципе, времени еще без 15:05, а программу первого дня я уже закончил. Поэтому, наверное, можно попробовать и до острова Канта дойти пешочком. Вот мы в самом центре. И все это в первый день. Дом Советов, руины средневекового замка, гостиница «Калининград». Вот такой вот он. Маленький, но уютный город на Балтике. Проходим по мосту на остров Канта. Кафедральный собор. Главное культурное и историческое место Калининграда. Здесь похоронен Иммануил Кант. Место, где расположен единственный органный комплекс России.
и музей имени великого философа. Собор был основан в первой трети XIV века под покровительством Тевтонского ордена и является одним из немногих образцов готической архитектуры на территории России. Часы на башне собора, несмотря на средневековый вид, самые точные в Калининграде, с современным механизмом и спутниковой связью. Вот над кафедральным собором вышла такая прекрасная радуга. Красотища! Что, давайте прикоснемся к истории, как мы любим. Поднимаемся по ступенечкам и стучим в дверь. Но нам, конечно же, никто не откроет здесь. Но к истории мы все-таки прикоснулись. Кто хочет попасть, нужно иметь ключ от домофона универсальный. Только в этом случае можно зайти внутрь. А какая очередь, если по нормальному, по обычному входу проходить, мы видели только что. Кстати говоря, вот еще одна эпитафия. Такие фрески все-таки остались еще. Удалось сохранить, молодцы. Могила Иммануила Канта, величайшего мыслителя, философа. Вот так выглядит могила. Вот я наконец добрался до рыбной деревни. Прекрасный променад, прекрасная речка. Только уже тучи и темнеет все. А так неплохо для первого дня, даже очень. Рыбная деревня в Калининграде – это этнографический комплекс с торгово-ремесленными заведениями, стилизованными под восточно-прусский квартал. Свое название квартал получил благодаря расположенному здесь во времена прусского владычества рыбному рынку. Архитектура рыбной деревни воссоздана со старинных немецких рыбных рынков. Сегодня рыбная деревня – это визитная карточка города, одинаково любимая как туристами, так и жителями Калининграда. Стилизованный маяк рыбной деревни, смотровая башня Маяк. Здесь есть такая вот арочка, через которую можно пройти к реке, снова выйти на набережную. И опять начался дождь. Мы пережидаем дождь в одном из уличных ресторанов рыбной деревни. Что-то не хочется на дождь выходить. Так хорошо тут под навесом я устроился. Холодрыга, ветер пронизывает. Вот такая она, рыбная деревня. Вечером под солнечный закат. Красота. Прошел дождик, вышло солнышко. Очень круто. Прекрасный вечер в Калининграде. Первый день в Калининграде сегодня. Только прилетел. И вот опять эти лодочки, которые ходят по реке. Очень круто. Мне очень нравится. На ужин зашел в кафе, называется «Калининградская столовка». Вот взял суп-лапша с курицей 80 рублей. Картофельное пюре 80 рублей и куриная отбивная в яйце 144 рубля. Ужин получается 304 рубля. Давайте будем пробовать суп-лапшу куриную. Хорошо.
теперь дело дошло до куриной отбивной с пюре. Пюрешечки берем и прям большой кусок. И все это в топку туда. Да, хорошо.